Я вот тот самый негодяйский репатриант, который приехал за паспортом. Я считаю, что Израиль грязная страна, отношение к природе отвратительное, все бросают, никто ничего не убирает, и на законодательном уровне никто ни хрена не делает. Если где-то кого-то за срач поймали, ну покажите мне пальцем выписанный протокол. Здесь засрано реально все. Куда вы бросаете мусор? Вы бросаете его на пол. Вам лень дойти до урны? Вы же реально свинарник устроили сами. Отвратительно работают автошколы, отвратительно работает система экзаменов. Я точно так же знаю, что людей здесь бить нельзя. И если тебя провоцировали, оскорбили или сломали тебе зеркало, и ты после этого стукнул человека, и он упал с мотоцикла, тебя посадят. И не только на дорогах, вообще бездействие полиции. Извините, но это так быть не должно. То есть, когда угоны машин растут, и никто ничего не делает. Когда кражу из машины, даже заявления не хотят брать. Когда машину разбили на стоянке, и полиция не хочет ничего. Когда у друга маму сбил квадроциклист, и он не мог подать жалобу в течение 3 дней, просто занимались футболом. А ты поедь сюда, а ты скажи туда, а ты в этот полицейский участок. То есть, это не просто хаос, это адище. Почему-то мотоциклисты считают, что для них правила вообще не писаны, что автомобилисты должны им что-то, должны их пропускать. Общественный транспорт не развит, и логистика отвратительная. То есть, что в центре, что не в центре. У нас с общественным транспортом просто швах. Давайте пересмотрим политический подход. Не служил — не голосуешь. Если тебе, дружище, не нравится смотреть на женщину, не смотри на женщину. Это абсолютно не значит, что она должна переходить на другую улицу или раздельные пляжи или еще что-то. Я вот это считаю реальными перегибами. Это какое-то средневековье. Всем привет, друзья! Как вам моя новая прическа? Сегодня у нас разговор с человеком, который репатриировался в Израиль в начале 2016 года. Для него это был не просто переезд, а настоящее бегство с невозможностью вернуться обратно. За эти годы он не только прошел непростой путь адаптации, но и сумел построить здесь успешный бизнес. Мы поговорим честно о том, что в Израиле раздражает и мешает, и о том, что нравится и воодушевляет. Это правда без розовых очков, друзья. Израиль, каким его видит человек, проживший здесь почти десятилетия. Привет, давай сначала познакомимся, расскажи, кто ты, откуда. Привет, меня зовут Семен Шифрин, я израильтянин уже со стажем, репатриировался в Израиль из России, из Забайкалья, город Чита. Здесь занимаюсь автомобилями. Что стало для тебя главным толчком для репатриации? Возможность усесться на много-много лет в местах не столь отдаленных в России. Скажем так, с 2007 года я полностью легализовал свой бизнес, я занимался автомобилями, были автосалоны. Во время кризисов мы немножко пересмотрели свои направления, появились бильярдные клубы, рестораны. Начал работать на телевидении, потом получилось так, что сделали свой телеканал. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Сделали свой телеканал, ну и можно было назвать меня таким мелким, прикольным, достаточно маленьким, но олигархиком таким мелким в нашем регионе, скажем так. И пришло время, уже, наверное, году в 12-м, когда уже была известность, когда можно было меня называть блогером, когда я был лидером общественного мнения, когда я мог влиять на какие-то процессы, входил во всякие советы, при губернаторе, там еще при чем-то, при общественной палате, что-то делал, какой-то общественной жизнью занимался, очень большой, кстати. И в 2012 году стало понятно, что 2013 год это будут у нас выборы в регионе. И губернатор, который был до этого много-много лет, уходит. И придет какой-то другой человек, которого мы знать не знаем, которого... Это был варяг, который должен был появиться в регионе. И у нас на кухне... Да что там, у меня на кухне родилась и идея, то есть мы как раз общались. Один из прежних заместителей губернатора из молодой команды решил идти на выборы губернатора. Соответственно, были также выборы в законодательное собрание. А мы все верили в то, что выборы в Российской Федерации работают, что есть какой-то намек на демократию. И решили пойти, заявиться, как раз это было связано с муниципальными фильтрами, нужно было много подписей, много чего делать. Короче говоря, когда мы заявились на выборы, чтобы представить, нужна была партия, во-первых, мы договорились, искали очень долго, от какой партии пойти, и ежу понятно, что это была не «Единая Россия», и мы договорились с Михаилом Прохоровым, это была партия «Гражданская платформа», съездили на съезд, нас там выдвинули. Короче, за предвыборную кампанию только я получил 6 уголовных дел, преследования, и сам день выборов я провел в тюрьме.
Пришел день выборов, и мне принесли бумагу в камеру прямо. То есть такая бумага, будешь голосовать или не будешь голосовать. Потому что все-таки гражданин, даже если он осужденный, он или не осужденный, или под следствием, он должен каким-то образом проголосовать. И мне принесли, я говорю, я голосовать не буду. Я говорю, тогда пиши заявление на имя начальника изолятора или там начальника управления, что ты отказываешься от своего избирательного права в этот день. И я пишу письмо, ну, там, такому-то, такому-то, что я, Шифрин Семен Андреевич, отказываюсь участвовать в голосовании на выборах, тра-та-та-та-та, но не отказываюсь от участия в выборах как кандидат в законодательное собрание. Ну, и там начинается просто истерика, потому что, когда меня задержали, никто не спросил, а я и не сказал. А те, кто являются кандидатами зарегистрированными, там уже статус другой, и правовые решения принимаются совершенно по-другому. Короче, к вечеру меня выпустили, я был грустный, я понял, что выборы в России не работают. Нас так прибили страшно, это был разгром самый настоящий, но когда меня выпустили, праздника не случилось, потому что те 6 уголовных дел, которые возбудили, от них пришлось отгребать буквально, вот по-другому не скажешь, откусываться, адвокаты, и это было начало конца, начало бизнес-конца, то есть упали все предприятия. Первым отозвали лицензию на вещание у канала под предлогом, что мы не совпадаем по временным секундам рекламы, отведенные на час. Короче говоря, лицензию отозвали, сайт наш упал, Роскомнадзор за нас прям сильно взялся. Это был разгром. И дальше пошли рестораны, попадали. Кое-как уцелела фирма, которая занималась, мы торговали китайскими тракторами. И был определенный интерес в заводе, который собирал грузовики китайские, то есть лицензионная сборка была, вроде как российские грузовики, но понятно, что это были машинокомплекты. И другие предприятия, и что-то было совсем плохо, уже наступил 2014 год, и я в этом цейтноте просто было очень тяжело, и все было совсем грустно, то есть я как мог, и долги уже, и еще что-то, и потом случился Крым. Мы взяли грузовики, которые собирались в Чите, и я решил подарить 2 грузовика в Крым. Ну, искренне, во-первых, всегда мы и до этого помогали детским домам, и по России ездили, и делали большие акции, и в том числе у нас в Забайкалье. Я решил подарить, мы решили подарить, и я взял 2 грузовика, мы собрали большую команду, обклеились наклейками, сделали пиар-акцию, в каждом городе нас встречали, собирали для детей-сирот какие-то такие, скажем так, гуманитарная помощь, ну не гуманитарная помощь, подарки, то есть там спортивный инвентарь, телевизоры, компьютеры, еще что-то. И таким образом мы поехали в Крым, чтобы подарить детям-сиротам, и тут наступило еще одно разочарование страшенное, потому что мы посмотрели немножко эту эпопею крымскую изнутри, и если всю политику эту убрать, если даже в сторону отодвинуть, это был полный трэш в плане того, что сирот в Крыму было тогда 32 человека. А в Забайкалье больше 1000. И мы поехали, вместо того, чтобы забайкальским детям помогать, собирать по всей стране подарки для крымских детей, которые были в позиции, жили, у них было сильно лучше состояние, они действительно не чувствовали никаких проблем, ну, как бы, кроме того, что родителей нету. А те, которые в Забайкалье, дети-сироты, это, конечно, это же ужас, это... А еще кроме детей-сирот существовало и сейчас существует огромное количество малоимущих семей, где дети вообще не знают, что такое штаны до 3 лет. Ну, я серьезно говорю. Это в Забайкалье? Да, в Забайкалье. И мы приехали в Крым, где все хорошо, с подарками. Это в моей личной, судьбе как бы прям сильный такой отпечаток наложило. Похоже чем-то на нашу газу и гуманитарную помощь. Да. Пожалуй, да, это перебор. То есть, когда ты собираешься заниматься гуманитарной помощью, ты сначала должен выяснить, насколько ты поможешь, нужен ли ты в этом процессе, или на самом деле ты просто занимаешься пиаром. В моем случае, я не скрываю, это был пиар, потому что мне надо было как-то встроиться обратно в систему власти, систему распределения ништяков в регионе, заказов, да или хотя бы просто от меня отстали и закрыли уголовные дела. То есть я не мог по-другому. Вернулся в Читу, рассказал все это, на нас как раз был очень тяжелый наезд. Если забежать вперед, то все это тянулось до конца 2015 года, и это было очень тяжело. За это время мы еще раз ездили в Крым, сделали еще один автопробег. Директор завода получил 22 года лишения свободы. Ребята, которые все, кто в выборах участвовали, просто придумывали просто. Вот у меня была машина Toyota Tundra. Я ее взял в кредит и платил кредит. Мне одно из уголовных дел было, что у меня был умысел на мошенничество, что я специально взял кредит, чтобы обмануть кредитную организацию. Ну, то есть ни одной просрочки платежа. То есть это все бралось
Это когда я уже здесь жил, в Израиле, я знал, что начальник АБЭПа, который нас вот по заказу, можно сказать, так уничтожал, его посадили за взятки. То есть, как бы история закончилась тем, с чем он, собственно... Кармой, да? Кармой, да. Карма обязательно вернулась, и это всегда так будет. Поэтому было очень трудно. Мы еще раз ездили и скажем так, не расходились над головой облака. Солнышко-то не показалось. И в конце 2015 года мне позвонил товарищ, который служил в комитете добрых дел, и сказал: Сень, по тебе есть решение, у тебя времени не осталось. Соответственно, появился новый репатриант, Семен Шифрин. Я приехал сюда, приехал с женой, и так получилось, что мне гражданство дали, она прилетела у меня через неделю, очень тяжело болела уже к тому моменту. Мы приехали практически без денег, ей не дали гражданство, и мы не смогли оформить медицинскую страховку для Наташи, и было очень тяжело, потому что была реально такая тяжелая болезнь, которую мы конкретно-то еще и установить вот доподлинно не могли. Остатки денег быстро подошли к концу, и я попросил своего друга в Москве, чтобы он помог, и мы отправили Наташу как гражданку России, сделали ей другой полис медицинский, она поехала. От нее уже все абсолютно отказались в Москве больницы, потому что, ну, да, за деньги действительно делали анализы, то есть, безусловно, все это, но мы поняли, что это онкология. И ее устроили буквально по знакомству, буквально в экспериментальный институт, и никаких шансов не давали, и сказали, что может и не получиться. И что, скорее всего, не получится. А я оставался в Израиле, боясь вернуться в Россию, потому что как бы прям страшно. И хотел получить в Израиле даркон. То есть я вот тот самый негодяйский репатриант, который приехал за паспортом, по сути-то своей, но тогда не давали. Не давали дарконов быстро, тогда можно было получить только лесепасе. В конце концов, и я его не получил, и когда стал вопрос уже там жизни и смерти в прямом смысле слова, я сел в самолет и прилетел. И на свое удивление нормально заехал и провел еще практически до конца 2016 года. Мы лечили Наташу, вылечили, слава богу, все получилось. То есть тебе как бы дали вот так вот легко вернуться в Россию? Тут уже было сложнее. Я уже знал, что я в розыске, я уже нигде не отсвечивал, я уже не показывал права, я уже просто передвигался от станции метро «Сокол» до больницы и обратно. А обратно ты на самолете полетел? Это была история. Это целая история. То есть Через другую страну? я приехал в Минск, я попросил таксиста, чтобы он нашел мне просто милиционера в аэропорту, и мы ему дали денег. Он сходил, узнал, вышел и сказал, что нет. И дальше я на автобусе, была граница, потом была маршрутка, потом мы пешком перешли в Украину и прилетели уже с Киева. То есть это я так возвращался в Израиль. И 1 января 2017 года я был в Израиле. Это ты рассказываешь, как ты возвращался из России в Израиль. А влететь в Россию было вообще бесполезно. А влететь получилось прям так, ну просто замечательно. Вот прям Бог помог, и слава Богу. Напрямую с Израиля? Напрямую с Израиля, из Бен-Гуриона на самолете пролетел, вышел, все хорошо было. Улетал вот тяжело, и потом мы подали документы на Ступро. И Наташе разрешили въехать аж только в июне. И то мы за нее собирали денег, чтобы 30 тысяч внести залога. А почему, если вы с Наташей женаты, почему ей сразу не дали гражданство? Нет, у нас не было зарегистрированного брака долгого, вот в чем все дело. То есть, да, там есть дети, да, есть внуки, но мы как-то, еще раз говорю, тот Сахнут, который мы ходили в Чите, задавали какие-то вопросы, нам не дали вообще никаких ответов, по сути своей. То есть это была абсолютно бестолковая организация, которая должна была заниматься евреями, но это было вообще ни о чем. Мы не знали вообще никакой информации. По сути, когда мы приехали сюда в 2016 году, вот тут на месяц-два, мы начали уже уточнять этот вопрос, выяснять про натив, про еще какие-то там организации, которые будут связаны с гражданством, но ничего не знали. Поэтому этот путь мы прошли, просто набивали шишки, без всяких адвокатов сами. И советы дам: не берите адвокатов, все доступно самостоятельно. Просто надо четко все выполнять и быть мотивированным. Нужно просто любить друг друга. Да, но любить бюрократию израильскую — это тоже такое дело, потому что бюрократия здесь капец. В плане любить друг друга по-настоящему, типа неэффективный брак. Ну, это же даже не рассматривается. Конечно, кто везет сюда, чтобы получить паспорт, но я уж не знаю. То есть вообще даже неохота о них разговаривать, хотя таких много. Я знаю, что таких реально много. Я сниму об этом, о фиктивных отношениях.
Кстати, если кто-то захочет рассказать, напишите мне в Телеграме. Можно сделать анонимно. Ну, конечно. Да я прилетел 1 января 2017 года, я уже выехал в первый свой рейс на грузовике. То есть я прям сразу сел на работу. Ты типа сразу подтвердил права или как? Нет, тут, ну, что был идиотизм. Я же говорю, я шишки набивал только так. То есть в 2016 году, когда я приехал, я пошел в Ульпан. Вот в Мигдалемике очень хорошо работает абсорбция. То есть там отдел, кто занимается алимами, он вообще прекрасен. Я только прилетел, только туда-сюда, вот у меня больная жена, меня сразу определили в Ульпан, я туда сходил 2 недели, со всеми познакомился. Пришла девушка, говорит, нам нужен этот водитель. Я говорю, а я на всем могу ездить, летать, плавать, ну, то есть, как бы, все, что заправляется бензином или соляркой, это не проблема. Я говорю, я могу, я знаю, что деньги нужны, надо что-то жрать. Они говорят, а с краном справишься? Я говорю, справлюсь. Я понятия не имел, как это делать, но я понял, что разобраться ничего сложного. Думаю, ладно, прихожу к ним, они говорят, садись. И я отработать успел, наверное, полмесяца-месяц. И, видимо, я так понравился этим ребятам, которые я даже не знал, что это арабская фирма. А потом я уехал вот к Наташе туда, в Москву, чтобы она лечилась, чтобы я был рядом, там вот это пельмени, там доширак, вот это все. И когда я там был, меня поразило, что они каждый писали мне в WhatsApp, каждый месяц, наверное, раза 2, когда ты вернешься. То есть и для меня было непонятно, то есть люди меня не знают, я их не знаю, то есть, но как-то так совпало, что я прилетел когда, я им сказал, что я буду скоро, я прилетел, и на следующий день я уже снова сел на работу и поехал. И Наташа, когда приехала, еще прошло полгода, и мы переехали в арабскую деревню, в семью, где вот я работал, у начальника сестра, ну, они сдавали полдома, и мы переехали туда. И у меня есть огромный опыт, мы 2 года прожили в мусульманской шхуне. То есть, как бы, и такой был челлендж в нашей жизни. Что, прямо совсем арабская деревня? Конечно, то есть это прям Нижний Назарет, пригород, назовем это так, деревня Ефия, где не то что русскоязычных, там евреев, никого нет, то есть это только арабская деревня. И она в основном мусульманская, то есть там есть христиане, но она в основном мусульманская. И что, тебе ни разу не спрашивали там права, на грузовик не останавливала полиция? Ой, это было прикольно. Один раз спросили, я уже месяца 4 отработал, меня остановили, я показываю российское водительское удостоверение, а иврита не было от слова вообще. То есть я вообще первые месяцы, работая на грузовике, думал, что я учу иврит. Оказалось, что это арабский. Ну, потому что фирма арабская. Я тоже, кстати, не сразу въехал, что это арабы. Ну, я вообще не разбирался, вообще в предмете не рубил. И как бы нормально вот втекал в это все. И меня останавливает полицейский. А полицейский оказался из Прибалтики сам. И он с абсолютно квадратными глазами удивился и сказал: Семен, а почему ты с русскими правами? Я говорю, я где-то читал, что 1 год можно ездить со своими правами. Он, да? Ну ладно. И отпустил меня. То есть вообще не было никаких проблем. Я поехал, еще работал какое-то время. И я знаю, что уже, да, и уже где-то подходит год уже. И я своим говорю, у меня прав-то нет. Они говорят, ну иди, сдавай. Я пошел в автошколу, на C1 сдал. И выяснилось, что я не могу работать на большом тоннаже, оказывается. А, типа свыше 15? Да, мне сказал полицейский, говорит, ты можешь ездить по русским правам на категории до 12 тонн, а у тебя за спиной 42, что ты делаешь? Я говорю, я работаю. Вот, короче говоря, был суд, да. Потом у меня в этот же период, где-то 1-2 недели, меня остановили с лютым перевесом, у меня был действительно перевес. Ну где я взвешу? То есть я возил металл, который забирал на стройке. Я, ну, на вид вижу, что как бы еще влазит, ну, положили. Оказался перевес, и мне сказали, что у меня административные лишение прав на 1 месяц. И я искренне удивлялся, говорю, у меня нету ваших прав, то есть у меня нету водительского удостоверения Израиля, вы не можете меня лишить их, потому что вы их мне не выдали еще. Они сказали, ну ты, в общем, месяц не работаешь. И мои эти хитрые начальники говорят, действительно, тебе сейчас работать водителем нельзя, иди к нам на завод работать. Развод был, то есть это по сути их была вина, ну, потому что там веса, еще что-то. Короче, я целый месяц отработал на заводе, точил болванки, и за это время я сдал на права на 12 тонн. Они купили мне грузовик 12-тонный с краном, и я работал просто вот таким образом. Либо я приезжал на какое-то место, и с большого крана фирмы ну, толкал то, что нужно в окна, там, на 7-8 этаж, то, что сделать другие не могли. То есть у меня как бы хорошо с техникой всегда, и они это очень сильно ценили. И потом на одной из строек тоже выяснилось, что оказывается у крановщика тоже должны быть права.
И меня отправили учиться на крановщика. Целых 3 дня я должен был сидеть на курсах. Вокруг меня сидели только Али-Бабы, Мухаммады, Махмуды, Юсуфы и вот это все. И там ни одного человека не разговаривал на иврите. И учитель зашел, когда в класс, увидел меня, как это, вот знаешь, как муха в янтаре, да, застрявшая. Я наоборот, вот как бы на негативе, просто засветка. И он говорит: ты кто? Я говорю: ну вообще я только по-русски говорю. Они говорят: ничего, что мы тут будем на арабском. Я говорю: ничего. Они такие говорят: а ты вообще умеешь на кране работать? Я говорю: ну у меня есть кран. Они говорят: ты нам его дашь на выпускные экзамены? Я говорю: конечно дам. Все, сиди в телефоне, никому не мешай. Потом технику безопасности тебе дядя Миша переведет. Я говорю: а кто такой дядя Миша? Дядя Миша врач при этой школе. Ой, прекрасно. Мне дядя Миша все перевел, все рассказал, дал мне на русском языке книжку. Я ее вот честно прочитал. Расписался, что я ее прочитал, сдал экзамен, причем сдал экзамен и сдал практически. И потом у всех принял экзамен, потому что кран мой, чтобы ничего не сломали. Нормально. И вот так я проработал, наверное, до короны. И в корону еще, наверное, целый год на грузовике вот возил на стройки, на дома пигумим, разобрался в стройке и понял, какой ужас творится на стройках. Технологии вчерашнего дня и все остальное. Тебе на самом деле очень сильно повезло с этим делом. Раньше же, как все эти курсы профессиональные, делались в классе, и можно было пройти их за 2-3 дня. А сейчас, после того, как произошла какая-то реформа, сделали все эти курсы по 30, по 40 часов, и экзамен сдается в Министерство труда. Так что тебе в этом как бы прям повезло. Как ты ощущаешь отношение израильского общества к новым репатриантам? Смотри, я сам был репатриантом, и ты был репатриантом, и я за последние 3-4 года очень много работаю с Алией. Это абсолютно разные люди. Когда сюда ехали люди от проблем, как я, бежавшие, или когда людям жрать было нечего, или когда люди бежали от войны на Украине, где там вот 14-й год, Донбасс, вот это все. Когда люди ехали с Приднестровья, когда, как мои родители, уезжали из бедности, из нищеты, как другие, то есть они приезжали сюда, и для них начиналась новая жизнь, они знали, что надо работать, а местные прекрасно пользовались этим, потому что все, кто приехал с бывшего Советского Союза, это очень образованные, дисциплинированные, культурные люди, на которых можно ездить, то есть их можно набирать на заводы, и Ульпан-то, собственно, мне кажется, для этого нужен, чтобы научиться хоть как-то чуть-чуть объясняться, и чтобы тебя оттуда могли пригласить на какую-то работу. Но случилось такое, что в 22-м году, когда началась война, когда Россия напала на Украину, будем называть вещи своими именами, поехали те люди, которым было что терять, то есть люди обеспеченные, люди состоявшиеся, люди из бизнеса, люди из власти, люди из хай-тека, и они жили там на сильно высоком уровне, и для них это был дауншифт. И тут кроется основная беда. Если человек сюда приехал и немножко подрос в уровне своей жизни, то ему все будет нравиться, и он будет хорошо относиться к Израилю, для него будут и услуги все как услуги, и жизнь как жизнь, и дороги прекрасные. А когда люди приехали из Москвы с миллионными доходами и получили то, что получили, для них все будет плохо, все будет криво, для них вечно будет не хватать там то кофе не то метро не так ходит и так далее. А вот отношение к репатриантам, я на своей шкуре могу сказать, что ко мне относились все хорошо. Потому что первые 2-3 года у меня не было никакого языка. Я прям осваивал это. И когда я приезжал на стройки разгружаться, когда я на улицах спрашивал людей, как проехать, мне помогали. И они видели, и они говорят: ты научишься, у тебя все получится. И действительно получилось. Просто меня действительно не тюкали. Мне ни разу не сказали: понаехали. Мне ни разу не ткнули пальцем, что я там какой-то неправильный, или что я приехал в страну, не говорю на языке, и поэтому я плохой. То есть в этом отношении да. Но были и другие люди, которые приехали за мной, и я сейчас вижу, как дедушка уже, можно сказать, да, то есть которые пытаются в нашу жизнь привнести что-то новое. Я с этим согласен. Но если вы хотите поломать наше хорошее старое, я с этим не согласен. Вот, наверное, так. Почему? Что значит хорошее старое? Ну, смотри, банковская система очень сильно отличается, допустим, Россия и Израиль. Абсолютно разные, да, то есть
программы даже, аппликации, приложения, все остальное, то есть работало, когда мы уезжали, даже я, когда уезжал из России, то есть тот же самый Тинькофф, он работал просто прекрасно, шикарно. Ты мог еще в 16-15 году, не вставая со стула, все делать через приложение без офиса, то есть Тинькофф был банк, в котором не было ни одного офиса. Мне здесь, чтобы пойти открыть счет, взять какие-то эти реквизиты или еще что-то, нужно было ходить. Потом появилась аппликация абсолютно кривущая у Апу Алима, которая была, я действительно хотел уйти в дисконт, потому что там было что-то получше. И так во всем, то есть те же самые госуслуги, которые в свое время в Российской Федерации ты мог заказать какую-нибудь очередь, паспорт, еще что-то это делать. Тогда, уже почти 10 лет назад, а я входил в совет по наблюдательной, ну, в регионе, как развиваются у нас госуслуги. И здесь с сайтом gov.il, да это и сейчас это очень кривущий инструмент, с которым очень тяжело работать. А я с ним работаю каждый день. Каждый божий день мы работаем с gov.il. Типа мало функций? Это мало функций, он реально кривой, он постоянно лагает, он 3 дня в неделю может лежать. Ну, не в смысле совсем, но он пишет: ой, извините, сегодня не ваш день. И ты по 5 раз, по 6 раз пытаешься вытащить запрос, чтобы вытащить решение на автомобиль, сделать оборот валют. Но какие-то элементарнейшие вещи делать тяжело. Но действительно в России есть очень много продвинутых сервисов. Действительно ты можешь ночью заказать суши, тебе в 4 утра могут сделать ногти и так далее. Но с другой стороны, я это называю потребительский терроризм. То есть у тебя есть свободное время. У меня должно быть свободное время. Я в шаббат на телефон не отвечаю не потому, что я люто религиозный человек. Просто у меня выходной. Люди должны отдыхать. Но когда тебя пытаются заставить и сказать, что у тебя плохой сервис, что ты в выходной не работаешь, вот это неправильно. А Москва сделала конкуренции, заставила сделать так, что ты можешь все сделать. Это абсолютно не значит, что в каком-то захолустье, в каком-нибудь там Тунгакочине и так далее все это работает. Нет. То есть просто надо смотреть, откуда человек приехал. Москва-Питер тяжело. Что для тебя значит термин «тыквенная репатриация»? Ну, это, конечно, Татьяна Глейзер, то есть она же со своим тыквенным латте, то есть она вообще профессиональный автор, она очень профессионально работает с сетями, и я не знаю, чем она сейчас занимается, то есть не суть, но она действительно попала в точку по поводу тыквенного латте, как правильно. Это выстрелило, и у них появилась целая группа, и туда пришли очень много людей, которые приехали в последние годы. И там появился такой клуб по интересам, насколько я понял, который есть где поныть и поговорить, что вот, а где же там нормальный кофе? Где... Вот я терпеть не могу слово «нормальный», все является нормальным. Если нет какого-то продукта, сделай его. Тем более приехало очень много из последних людей деятельных, людей бизнесовых, людей, которые умеют организовывать с нуля. Если только ныть, то это плохо. Короче, меня из этой группы выгнали несколько раз за простые абсолютно вопросы. То есть первый раз меня выгнали, когда там кто-то пытался организовать детский лагерь. Я спросил: вы уточнили вопросы со страховками по детям? И меня сразу удалили. Потом заподозрили в том, что я там занимаюсь рекламой, хотя обычное дело, во всех группах просто про меня пишут, ну, и меня просто заблокировали. Как бы не хочется даже разбираться с этим. А, тебя заблокировали в тыквенном латте? Да, я там Но это достижение. почетный заблокант, скажем так. Вот. На самом деле тыквенная алия прекрасна. Любая алия прекрасная. Ту, которую называли алией колбасной или паспортной и так далее, каждая алия в Израиль приносит новую кровь. Да, притаскивает с собой много технологий, притаскивает с собой много новых решений, много новых рабочих мест. Поменьше пафоса, и вообще все будет хорошо. Потому что, когда ты все-таки приехал на новое место, вот очень хорошо про чужой монастырь со своим уставом. Сначала разберись, как здесь люди живут. Сначала посмотри, как построено общество. Ведь в первые дни или в первые месяцы мне казалось, что Израиль очень сплоченная страна. На самом деле ничего подобного. Религиозный сектор свой, арабский сектор свой, светский сектор раздербанен на много партий, направлений, местечковости, не знаю, там землячество, ашкеназы, сефарды и так далее. Это очень пестрая страна. Сначала разберись, потом права качай. Вот это, наверное, самое будет правильное отношение. И не обязательно, что оно будет называться тыквенное. Ну, через 2-3 года будет другая алия. Они тоже приедут со своими карандашами в голове. Вот смотри, началась война, да, вот эта тыквенная репатриация, то есть это многие люди, образованные, культурные, с учеными степенями, переезжали в Израиль, и часть из них уехала дальше, то есть получили паспорт и уехали дальше, типа,
в Америку, в Канаду. Считаешь ли ты, что, например, вот была большая миграция из России в Казахстан, и в Казахстане выделили специальные средства в правительстве, различные программы для этих людей, чтобы помочь им адаптироваться. А в Израиле все эти люди получили те же условия, что и обычные репатрианты, то есть корзину и все. То есть Израиль не дал им те же возможности, которые дали им другие страны. Нет, я так не считаю. Я считаю, что Израиль в этом отношении молодец в чем? Что ты, если имеешь право по закону о возвращении на гражданство, то ты получаешь действительно корзину абсорбции. Когда мне без денег, без ничего, то есть вот мы с собакой в обнимку прилетели в аэропорту Бен-Гурион, дали 1250 шекелей наличными и сказали, что когда я открою счет в банке, мне еще дадут, я спросил, зачем. Они мне сказали, это подъемные, ну, и ты их будешь получать, там, не знаю, полгода. Я удивился. Я вообще не знал, что, ну, бывает такая возможность, что ты приехал в страну, а тебе деньги дают, тебе гражданство дали. По большому счету, что тебе, собака, еще нужно? То есть ты уже в шоколаде. Но по поводу программ, здесь они есть. 10 лет льгот на подоходный налог. По поводу бизнеса тоже все сильно проще. То есть, и потом вообще здесь любой бизнес проще. По поводу того, что сравнивать с Казахстаном. Казахстан дает паспорта гражданства? Нет. О чем мы тогда говорим? Пересидеть где-то. Это можно в Гватемале сделать, в Уругвае, в Аргентине и так далее. А сюда ты приехал, и ты получаешь паспорт, ты становишься гражданином страны. Извините, пожалуйста, если ты сюда приехал, ну, просто пересидеть как турист, это одно. И никто тебе помогать не будет. И да, может быть, есть какие-то программы в каких-то других, там, в Грузии, я не знаю, в Армении. Скажи мне, где есть программы, которые вот для релокантов что-то сделают. Пускай там есть, все классно, но ты приехал сюда, тебе уже дали паспорт. И дальше люди отсюда стреляют с этим паспортом. Кто в Канаду, кто в Европу и так далее. В зависимости от того, сколько у людей денежков есть. Как они их смогли вывести или не вывести. Это большой вопрос. И мне не нравится ситуация, когда они в один день получили паспорт и уехали. Даже если через год получили паспорт и уехали, мне не нравится. Мне не жалко этой корзины. Хотя я плачу охренеть какие большие налоги. То есть, да, у меня очень много вопросов к государству, как тратятся деньги, потому что это просто, ну, жопа. Я по-другому не могу сказать. Но мне не жалко. То есть приехали, так же, как я, получили поддержку, помощь, паспорт и сделайте что-то для страны. Они получили какое-то количество критики, начались обстрелы или там еще что-то, или не смогли устроиться, уехали. Я не знаю, как к этому относиться. Я не могу судить людей, потому что это будет какое-то обвинение. С другой стороны, мне это не нравится. Но ты считаешь, что они как бы вытерли ноги о страну? Это сильно громкое выражение. Люди ищут место, где им получше. И я могу это понять. И если у людей есть возможность поехать дальше, пусть едут дальше. Бога ради. Единственное, что я бы все-таки, может быть, паспорт или само гражданство ставил под вопрос с резидентством. Хочешь жить, подтвердись по времени. Ну, например, так. Не знаю. Это очень сложный вопрос, но мне не нравится, когда люди схватили паспорт и уехали. Привет, меня зовут Алексей Шенкер, и я автор этого канала, где я рассказываю реальные истории репатриантов в Израиле, поднимаю острые социальные темы и даю голос тем, кого часто не слышно. Мой проект – это не просто видеоблог, это пространство, где говорят правду, разбирают сложные, но важные темы, делятся опытом, вдохновляют и предостерегают, поддерживают новых репатриантов и помогают адаптироваться. Моя цель – создать медийную площадку, которая будет искренней, глубокой и полезной. Если вы так же, как и я, чувствуете, что этот канал важен, станьте его частью. Ваша поддержка – это прямой вклад в независимость и силу этого канала. Нажмите «Спонсировать», чтобы правда продолжала звучать. Как ты оцениваешь отношение израильтян к экологии и чистоте? Да нету никакого отношения к чистоте, срач и бардак, и ужас, и смертный кошмар. То есть отношения после... Я вообще не знаю, не в смысле после меня хоть потоп, а просто при мне хоть потоп. То есть мне кажется, в автомобилях в Израиле пепельниц нет вообще. То есть все считают необходимым бычки выбрасывать в окна, банки, стаканы. Вы посмотрите, что на остановках творится. Человек пошел на остановку на автобусе уехать и дома заварил кофе. Где он оставит стаканчик? Думаете, он его в урну выбросит? Нет, он его прямо на скамейку или еще где-то поставил. В надежде на то, что кто-то это уберет. Здесь засрано реально все. То есть я приехал из Забайкалья, где тоже есть места, где очень грязно. Ну, прям действительно районы, не благополучные районы, где очень большие помойки, но в городах чисто.
И я сам занимался тем, что, то есть мы чистили пляжи, то есть мы занимались джиповодством, соревнованиями, в том числе экологией, строили туалеты, чистили территорию, боролись с пожарами, с лесоворами, то есть чего мы только не делали. И у меня отношение к природе очень ревностное, то есть вообще как в планете Земля. Но есть же такие места, как Австрия, Швейцария, где чисто так, что очень. И здесь реально срач. Поэтому если люди приехали, допустим, из Москвы, из чистого Питера, да, здесь будет очень грязно. Если человек приехал откуда, ну, где там жил рядом со свалкой, для него здесь будет очень чисто. Поэтому это все очень субъективно. Но я считаю, что Израиль грязная страна, отношение к природе отвратительное, все бросают, никто ничего не убирает, и на законодательном уровне никто ни хрена не делает. Если где-то кого-то за срач поймали, ну, покажите мне пальцем выписанный протокол. И следующее отношение. Посмотрите, любой супермаркет торгует и упаковывает все это в целлофановую, в полиэтиленовую тару. То есть все это выдается исключительно в пластике. Продается одноразовая пластиковая посуда. Это страшно, это ужасно, это мусор в готовом чистом виде. Многие страны в Европе отказались от пластика, и нету пакетиков в супермаркете. Ты либо покупаешь сумку большую задорого, которую тебе потом реально жаба давит выбросить, чтобы, ну, это деньги. И либо ты покупаешь картон, который, ну, так или иначе послезавтра разложится и станет биоорганическим таким субстанцией. У нас же прямо лютый кошмар. Вот я где-то видел в интернете, что есть в Израиле мусороперерабатывающий завод. И у нас даже есть разделение мусора, но при этом все равно весь мусор в конце сбрасывается все в кучу, и за этим как бы не особо следят. Я был на этих свалках, отвозил мусор. Значит, заметил несколько моментов. Во-первых, строительный мусор частенько используется для отсыпки новых каких-то участков, чтобы на них потом что-то построить. То есть, по сути, очень много домов, особенно в арабском секторе, построено на фундаменте, на мусоре, на строительном мусоре. Но я как бы не про строительный мусор говорю, про бытовой. Окей, бытовой мусор, да. Там есть люди, которые не перерабатывают, а которые его сортируют и что-то дальше сдают уже в сортированном виде. Пластик через экструдеры делается, полиэтиленовая крошка. Это да, это есть, но этого очень мало. И страдает на другом. Страдает на бытовом уровне, страдает на том, что родители не учат детей быть чистыми, чистоплотными. Никто вот промазал мимо урны. Помоги ему положить в урну, похвали ребенка, не воспитывай его, воспитывай себя, потому что куда вы бросаете мусор? Вы бросаете его на пол. Вам лень дойти до урны? Вы же реально свинарник устроили сами и живете в этом, и ругаетесь на это. То есть у меня жена собирает каждый день во дворе, каждое утро берет пакет и собирает мусор за другими. В надежде я думал, что соседи увидят, оценят и скажут, как здорово, и перестанут мусорить. Хреночки! Они это продолжают делать, только теперь они считают, что она обязана этим заниматься. А вот как ты считаешь, как можно бороться с этой проблемой? Смотри, я хочу дать ответ, но уйти в другую область, в область автомобилей. То есть, как ездим на дороге? Это же ужас. Но при этом все говорят, у нас большие штрафы. И полицейские их, бывает, выписывают, и мне их много выписывали. Но это так мало, это песчинка. Я считаю, что помогут штрафы. Попал мимо урны, заплати 1000 шекелей. Нарушил правила дорожного движения, заплати пятачок. 3 раза нарушил, останься без прав. Как с этим бороться? Ой, у нас не хватит полицейских. Да хватит. Вся страна завешена камерами. Реально, вся страна завешена камерами. И весь вопрос только в софте, в программном обеспечении. То есть у нас на каждом большом перекрестке висят камеры дорожного контроля. Отконтролировать выезд за стоп-линию, отконтролировать рядность, отконтролировать обочину, отконтролировать скоростной режим элементарно. Это должно быть сформированное политическое решение, чтобы это додавили. Ну хорошо, если мы мусорим, то за это должны быть лютые штрафы. То есть если ты разгрузил машину с мусором, даже строительным, не на свалке, давайте сделаем так, что это будет не просто лютый штраф, но это еще и машину конфискуют в доход государства. 1, 2, 3, 10 таких случаев. Народ привыкнет очень быстро к тому, что здесь прямо вот нельзя срать. За собачниками точно так же. Мы собачники, мы собираем какашки за нашими собаками. Потому что в нашем муниципалитете 475 шекелей штраф. Но мы в принципе всегда собираем. Ну штраф не штраф, его просто не дают. Вот, поэтому должна быть эффективная система борьбы с этим. То есть как бы знаки висят, что дают, но по факту никому не дают штрафы. Вот, поэтому нужно это делать прямо сильнее. Наберите вы не 2 сотрудников мэрии, которые по кахе ходят, там эти какахи собирают. Поставьте их 20, и пусть они на каждом перекрестке собирают штрафы и будут наполнять их зарплату. Я понял, ну все, давай переходим к следующей теме.
Как можно охарактеризовать дорожную культуру в Израиле? Никак ее нету, это Ближний Восток. Это вот осликов заменили на автомобили, и ничего больше не произошло. То есть здесь боятся полицейских, действительно. Здесь реально боятся полицейских, что тебе выпишут штраф. Но полицейских реально мало, это раз. Во-вторых, полицейский не может отконтролировать все нарушения. То есть ты за 5 минут можешь нарушить 20 правил дорожного движения. То есть ты можешь обогнать справа, ты можешь занимать левый ряд при свободном правом, кто-то проезжает по обочине, кто-то выкатился за... Вот сегодня мы пока ехали к тебе навстречу, я просто смотрел, какое хаотичное движение в Тель-Авиве двухколесных транспортных средств. Мопеды, мотоциклы. Для них даже не стоит вопроса, что он сволота нарушает. В междурядье катиться нельзя. Когда он протискивается, царапает другие автомобили, чтобы выкатиться за стоп-линию и встать посередине пешеходного перехода. Ребята, до этого человека надо просто прав лишить навсегда. То есть это не то, что неуважение, это отсутствие культуры и все остальное. Это очень плохо. И вот если бы камера, которая висит на каждом светофоре, на каждом переходе висит камера. Но она смотрит, ну, чтобы что-то записать. Внедрить в нее систему, которая будет отслеживать и высылать тебе письма счастья. Выехал за стоп-линию, 1500 шекелей, дружище. 2 раз хватит. То есть, ну, человек не дурак, потому что если тебе закрыли счет, если у тебя все остановилось, и ты получил штраф, ты просто будешь думать, где висит камера. В конце концов, это приведет к тому, что ты перестанешь нарушать. По-другому не работает. В Швейцарии при превышении на 1 км в час дороги прям капец какой штраф. В Финляндии тоже там и так далее. И ничего, как-то сразу все научились ездить. У нас просто боятся. На выборы приходит партия, они там сформировали какую-то коалицию. Если они выйдут с таким предложением, а давайте всех закрепим так, что все будут платить, на следующих выборах они, конечно, туда никто не пролезет. Поэтому у нас делай на дороге, что хочешь, насколько тебя вот реально хватит твоей наглости. Это Ближний Восток, творится черти что. Есть ли разница в менталитете водителей вот, в сравнении Израиля и России? Да, есть. И я жалею, что здесь никого бить нельзя. Потому что, я сейчас скажу крамолу, но я жил в таком регионе, где если ты себя неправильно ведешь, то водитель за рулем понимает, что он может и отхватить. То есть это дисциплинирует. То есть если один раз человек по соплям получил за неправильно, то он больше так делать не будет. Я не призываю к рукоприкладству, я призываю к ответственности. И да, действительно, разница есть. Во многих городах, даже дело не только в России, мне кажется, ездит более уважительно. При этом Израиль прикольная страна в том, что здесь очень сильно борется со смертностью на дорогах в авариях именно механическим способом. Здесь на больших дорогах разведены встречки бетонным ограждением. А это помогает? Очень. То есть, когда ты по шестерке идешь, там 120, 130, не знаю, там сколько там ты едешь, то встречка к тебе никак не приедет, у тебя 2 бетонных забора. И так далее. То есть, если дорога позволяет ехать больше 80 км в час, в Израиле в основном стоит бетонное ограждение. Встречный удар с перекрытием в 30-40% это самая смертельная авария. Вторая по смертности это удар в бок. Поэтому в Израиле очень много кольцевых движений, когда у тебя всегда удар приходится скользом. То есть, да, мы как бараны бодаемся на этих кольцах, мы не понимаем, как проезжать, кстати, никто вообще понятия не имеет, как проезжать кольца, особенно многорядные, вообще никто не знает. Бьются все и страшно, но бьются по касательной и бьются не насмерть. Вот это прям страна делает на уровне техническом, то есть отобрали у ребенка острые карандаши, чтобы он себе глаз не выколол. Во всем остальном, ну, конечно, ужас. Как работают автошколы и система экзаменов? Отвратительно работают автошколы, отвратительно работает система экзаменов. То есть это все на самотеке. То есть я там проходил через это, я брал эти уроки. Курсанта, абитуриента учат, как сдать тест. Все. По сути своей его готовят к тому, чтобы он проехал маршрутом, по которому ему повезет экзаменатор. Все. Это не обучение. То есть я вообще вижу, как, допустим, может быть машина, у которой стоит табличка «Ламет», едет по левому ряду при свободном правом, просто тошнит, потому что так они едут. Это значит, что ему инструктор даже не пытается объяснить, что ты должен держаться правой стороны. Так в правилах написано. То есть я вижу, как нарушение исполняет непосредственно инструктор. И если ты учишь так, то извините меня, будут соответствующие результаты на дороге потом. Это я не считаю, что система обучения правильная. Мне кажется, сначала надо преподавать теорию именно в классе.
именно часами, именно давать курсы, именно сдавать экзамен по всему и только потом переходить к практике. У нас же есть приложения, на которых ты, по сути, натыкал то, что нужно, пошел за 50 или там сколько-то шекелей, сдал теорию на 4 языках, вот это удобно. И дальше ты идешь с инструктором, накатываешь какое-то количество часов, чтобы сдать экзамен. И потом мы вот получаем то, что получаем на дороге. Что ты можешь сказать о штрафах и избирательности полиции? Да, штрафы избирательные. Да, если полицейский увидел, он тебя штрафует. И если он тебя увидел, спорить бесполезно. То есть многие спорят, кричат и так далее, но неэффективно. Я один раз попробовал даже судиться. Чисто нужно было набить шишки, потому что я в своей жизни, просто по принципу, надо все попробовать, самостоятельно пройти, чтобы кому-то давать какие-то советы, ты должен это испытать на себе или получить тот же самый штраф и так далее. То есть очень избирательно, если тебя увидели, тебя накажут, но этого мало. Этого реально конкретно недостаточно, прям совсем недостаточно. И если бы были ресурсы, где можно было бы стучать, в русской терминологии это называется стучать, то есть накляузничать на нарушение правил дорожного движения, куда-то отправить, чтобы кого-то наказали, я думаю, это была бы штука полезная, потому что... Здесь вроде есть такое. Слушай, я не знаю, не вдавался, но если она есть, то надо ей заняться и прямо войти, потому что регистраторов много чего сейчас снимается, и, по сути, рассылай. Главное, чтобы это работало эффективно, потому что сейчас полицейский увидел, наказал, это неэффективно. Водителей слишком много, нарушений капец как много. Одно нарушение человек совершил сегодня, завтра другое, потом он поверил в свою безнаказанность, потом его наказали случайно, но это не подействовало. Поэтому и штрафы должны быть сильнее, и должна быть неотвратимость наказания. Почему я и говорю за камеры? Я просто приветствую, чтобы камер было очень много, и все они фиксировали нарушения. Насколько ощущается бездействие полиции на дорогах? Не только на дорогах, вообще бездействие полиции. Извините, но это так быть не должно. То есть, когда угоны машин растут, и никто ничего не делает. Когда кражу из машины, даже заявления не хотят брать. Когда машину разбили на стоянке, и полиция не хочет ничего оторвать от... Когда у друга... Маму сбил квадроциклист, и он не мог подать жалобу в течение 3 дней, просто занимались футболом, а ты поедь сюда, а ты скажи туда, а ты в этот полицейский участок. То есть это не работа. Это, я считаю, что, очень большие недоработки. Может быть, действительно, полиция занимается какими-то другими очень важными делами, но то, что мы слышим, то, что в нашем городе происходило, когда банда малолетних преступников подростков, одного мальчишку порезали, чуть-чуть не убили, то есть там буквально нож остановился в миллиметрах от сонной артерии, и ничего не могли сделать в течение года с этими отморозками, то есть потому что полиция, как-то так очень вяло, но что там родители какие-то уголовные элементы, повлиять мы не можем, они несовершеннолетние, то есть, как-то так. И кража из квартиры, вы думаете, ее кто-то будет раскрывать, то есть я думаю, что и ты общался с полицейскими, которые просто диву даются, что они кого-то ловят, но никто никого не сажает и так далее. То есть эффективности я не могу сказать, что Израиль полицейское государство. То есть это обратная сторона свободы, но здесь еще и бардак, во всем бардак. И он везде. Это не потому, что только на дороге не штрафуют или штрафуют мало. Это действительно вот такая работа полиции. То есть ее реально не хватает. Часто я вижу такое, что полицейский едет домой после смены, и ему уже все равно. Он видит, что кто-то сидит в телефоне, едет за рулем с телефоном, и он проезжает мимо и даже штраф не дает. Мне один раз такой выписал штраф. Вот именно один раз у меня был такой, который ехал домой. Но вчера была прекрасная ситуация, я тоже записал в ТикТок эту штуку. Мы ехали со стороны Нацерета в сторону Манды. Есть такая Манда. Или Монда, я не знаю, населенный пункт. И сзади ехала полицейская Королла, и меня снимали на телефон, потому что машина яркая, то есть чисто по приколу. Он едет на ходу, 2 руками меня фотографирует. Это ж какими надо правами обладать, когда ты работаешь в полиции? Вот это прям, это не штраф, это прям лишение. И я вижу такое, то есть они точно такие же люди, они точно так же нарушают правила дорожного движения необоснованно, они точно так же пользуются телефонами, это неправильно. Получается, им можно, а нам нельзя. Да, это плохо, это неправильно. Смотри, у них своя работа, но я считаю, что ее делать нужно более качественно и больше выписывать, в том числе себе. Согласен ли ты, что царит хаос на дорогах с вот этими мотоциклистами, электровелосипедами, машинками вот этими электрическими для пенсионеров? Да, это не просто хаос, это адище. Мне кажется, во-первых, все, кто ездит на 2 колесах в Израиле, они после смерти попадают в ад.
Я конкретно сначала начну с мотоциклистов. Почему-то мотоциклисты считают, что для них правила вообще не писаны, что автомобилисты должны им что-то, должны их пропускать. То есть, если у тебя мозгов нет и впереди ты видишь 20-тонную машину, с чего ты решил, что он тебя должен пропустить? То есть, он управляет весом. По сути своей, ты знаешь, что такое инерция, ты знаешь, что такое метнуть рулем на грузовике и положить на бок. То есть, но люди не думают. Электросамокаты – это ужас. Во-первых, это ведет к ожирению, да? То есть вся эта тяга. Во-вторых, они не соблюдают правила вообще. То есть это преступники за рулем. И если вы мне скажете, что нет, я не такой, я-то вот соблюдаю, а давайте день проведем вместе на камеру и посмотрим, как ты соблюдаешь правила дорожного движения. И я носом натыкаю любого, что вы нарушаете. Но у них-то номеров нету, им не нужны права, чтобы водить. Им сейчас делают номера, их заставляют делать, но опять-таки не очень эффективно работает, да не работает полиция, поэтому сейчас я сегодня удивился, когда увидел на электросамокате номер, и человек в каске, а половина ездит вот без всего этого. То есть это вопрос, опять-таки, неотвратимости наказания, это должна работать система. А вот что делать с электростульями, я вообще не понимаю. То есть это то, что на 4 колесах катается на гольф-карах, на вот этих вот инвалидных. Я не знаю, к своему стыду, как это вообще регламентируется и может ли это вообще как-то регламентироваться, потому что они ездят везде. Они ездят по торговому центру внутри, они ездят по тротуарам, они ездят по дорогам общего пользования. Я на 6-ке видел, тебе говорю, на таком же стуле человека, который по обочине катит, дедушка. Это просто беспредел. И главное, они в телефонах, они пьют, что-то делают, они там дубасят свой этот каннабис, все что угодно. Я не говорю только про инвалидов, этим пользуются реально все. Это хорошо, что по обочине. Обычно я вижу, они прям по полосе едут и мешают всем проехать. Ужас, я не знаю, что с этим делать. Запретить продавать эти штуки ты не можешь, но это все должно как-то регламентироваться. И этот еще мусор затаскивают в подъезды. То есть вот эти каркинеты, электростулья, еще что-то, вот как здесь по траве проехал, в зимнее время у нас много грязи. И он заезжает в подъезд. И это все говнище отекает с этого транспортного средства в подъезде. То есть это не так не должно быть. А когда ты будешь стареньким, ты себе такой не купишь? Конечно, куплю. Смотри, это же работает в две стороны. Если меня сейчас посадить на мотоцикл, а я как бы на мотоцикле езжу, я же понимаю, что я тоже буду ездить между рядами. И это я не в белом пальто, не думай. Я вижу, часто едут мотоциклисты здесь, по Айлону, в Тель-Авиве. И ты можешь такое, что кто-то кому-то не уступил, и они просто могут стукнуть и уехать. Может. Сегодня была драка, мы ехали к тебе, подрался. Значит, я приехал на спортивной машине. На такой, которой можно проезжать под шлагбаумами, по сути. И у меня зеркала находятся внизу. По сути, я вижу ниже фары мотоцикла. И я вижу, как они протискиваются в междурядье. Твоего мотоцикла не хватит, чтобы починить машину. Я сразу могу это сказать. И меня это все сильно не устраивает. Но я видел, как через 2 машины сзади мотоциклист не поделил дорогу с каким-то кроссовером, и они разодрались. То есть один ему сломал зеркало, второй там пытался его как-то... И этот, в конце концов, междурядье уехал. На дорогах творится адище. Рассмотрим ситуацию. Вот едет машина, например, и этот мотоциклист, например, хочет его пинуть или там рукой сломать зеркало. Вот что будет, если эта машина психанет и подрежет его, и врежется в него? Посадят того, кто за рулем автомобиля. Получается, что мотоциклист провоцирует водителя машины, и водитель машины ничего не может сделать. Конечно, мало того, на курсах, когда мы получаем большое количество штрафных баллов, там сначала 12 баллов, потом там 20 с чем-то, там 36, мы идем на курсы повышения квалификации, по сути, водительской. Там в течение 3 или 4 дней по 4 часа нам читают, как предотвратить, по сути, как предотвратить дорожно-транспортное происшествие. Там объясняют тебе, задалбливают в голову, что любую дорожную аварию можно избежать, и что отвечать будете оба. Но я точно так же знаю, что людей здесь бить нельзя, и если тебя провоцировали, оскорбили или сломали тебе зеркало, и ты после этого стукнул человека, и он упал с мотоцикла, тебя посадят. Херовые законы. Ну, что-то с этим надо делать. Понимаешь, когда ты говоришь, что херовые законы, когда я говорю, что не работает полиция, когда это надо менять. Но тут есть огромный плюс. В стране демократия. Голосуй правильно. Приводи свою партию в коалицию, побеждайте, проводите законы, делайте. То есть и в данном случае это работает. И здесь я работал на избирательных участках, и я знаю, что здесь выборы работают. Можешь пример какой-то провести, чтобы вот мы поняли, как это работает на самом деле? Хорошо. Люди, приехавшие из России, из Беларуси, из Украины,
из других стран бывшего Советского Союза, из всей Средней Азии не верят в выборную систему. Они знают, что где-то там кто-то решил, и я через это прошел. И тюрьма была именно с этим связана, что избирательного права в России нет. Все решается давно, ну, это чисто ширма. Здесь все работает по-другому. Здесь действительно бумажками голосуют. Здесь действительно сидят представители разных партий на каждом, абсолютно на каждом избирательном участке, пересчитывают все, подписывают, ругаются, чуть не до драки, до хрипоты, до соли доходят. Они на шампурах за киоском будут драться за каждый голос. И те люди, которые сидят дома и считают, что за них уже давно все решили, и мы не пойдем на выборы, вот именно это и плохо, потому что по закону каждый не проголосовавший человек, его голос будет пропорционально поделен потом между партиями. По закону ты не пошел голосовать, не проголосовал за того, кого мог бы привести к власти, притащить этого человека в Кнессет, чтобы они что-то решали в твоей партии. То есть ты не жил этой политической жизнью, насрал на свои избирательные права, и теперь не ной. И не надо ходить перекрывать улицы и размахивать флагами. Вот ты говоришь, что не все решают, выбирай правильно, и ты будешь конкретно получать с этого. А ты можешь вот какой-то пример привести, что это действительно работает? Хорошо, конкретный пример. Религиозный лагерь голосует с очень большой явкой, потому что в их ячейках, в их райкомах, в синагогах очень хорошо проводится разъяснительная работа. Если ты не проголосовал, ты там будешь иметь бледный вид. Поэтому их партии приходят к власти, их партии добиваются того, чего хотят. Сейчас, по сути своей, мы идем с такой рождаемостью к тому, что через пару-тройку каденций светская часть населения Израиля вообще ничего не будет решать. Будут решать только те, кто хорошо, правильно голосовал. В своем личном примере я, не с дуру, я по папиному, царство ему небесное, наставлению вступил в партию НДИ, когда приехал сюда. И от этой партии я участвовал в работе избирательных штабов на участках, то есть я знаю эту кухню, мне в принципе понравилось, как работает эта система. Пока был Либерман министром обороны, министром финансов, я видел его работу. То есть, по сути своей, Русская улица привела своего человека в правительство. Мне сейчас не нравится, что наша партия, да, я называю ее нашей партией, в оппозиции. То есть я знаю, что если бы Либерман поменьше бы гордыни было бы и все-таки согласился на какие-то уступки, вошел бы в правительство, он бы сделал даже для Русской улицы сделал бы больше, чем находясь в оппозиции. Это работает. То есть, когда человек в правительстве что-то решает, он что-то решает. Посмотрите на Бен-Гвира, посмотрите на Смотрича. За ними стоят партии, за ними стоят люди, которые голосовали. Это прямой пример. Это так и работает. Но у нас слишком много партий, поэтому я считаю, что это прям тоже перебор. Коалиционная работа очень тяжелая, и политическая система в Израиле находится под большим риском. Действительно, мы не можем договориться. Давай вернемся к машинам. Давай. Какое вообще отношение израильтян к машинам и автомобильной культуре? Нет такой культуры. Леш, нет такой культуры. Вчера с автовоза разгрузили машину, которую купили по телефону. То есть у меня есть партнер, который занимается бывшими такси, и тут не надо открывать бином Ньютона каждый раз. Машины покупаются без осмотра часто, потому что их все равно надо полностью разобрать до винтика, собрать и уже потом выставлять на продажу. Там есть человек, который этим занимается, и он купил машину, мы ее смотрели. Это ужас. В полу дыра, вот такой глубины, вот такой ширины, в нее наложены булыжники. Потому что пяткой человек за 3-4 года пробил дырку в полу, он повликами не пользовался, за все это время в машине ни разу не убрался, вся машина засрана, то есть вот она не загажена, она не замусорена, она засрана просто в прямом смысле слова, все в каких-то липучках, изолентой все перемотано, все поотломано и так далее. То есть эту машину купили как кузов, как документы, это дешево, но я реально удивился, как человека самого не выворачивает садиться в такой срач. То есть у меня это в ТикТоке лежит. Я прямо выложил, потому что это нельзя было не выложить, это было уже ужасно. И в целом отношение к автомобилям как к транспортным средствам, то есть это же повозы. Да, может встречаться, кстати, в арабской среде, в русскоязычной среде очень хорошо относятся к машинам. То есть многие считают, что не знаю, арабские машины, что после арабов не покупать нельзя, они какие-то заезженные. Они относятся сильно лучше, чем если мы посмотрим где-то по Гуждану покупать автомобиль. Но у них там другие фишки, они скручивают пробеги.
Ты думаешь, евреи не скручивают пробеги? Я тебя умоляю, сейчас пробеги не скручивает только ленивый. И есть люди, которые на голубом глазу считают, что он же вписывается в решай, он пробег каждый год, значит, его скрутить нельзя. Ребята, я вас расстрою, скручивается еще как. И у нас в неделю попадается 2-3 скрученных машины. Мы единственное, что не передаем эти данные в полицию, потому что это не наша ответственность. Мы просто выявляем и говорим, все, спасибо, до свидания, потому что это, ну, вроде как может закончиться плохо, в том числе и для нас. Я реально побаиваюсь конфликтных ситуаций, не хочу их. Но мы видим, такие машины есть. Да я тебе больше скажу, продаются даже на Алиэкспресс за 35 шекелей приборчик, который вставляется в дэшборд, и все показания от компьютера автомобиля идут нормальные, но у тебя не работает одометр или работает с тем, как ты его запрограммировал. Это стоит дешево, это никто не проверяет, и по сути можно прочитать машину, но есть такие, как, допустим, Kia, Hyundai, что-то такое, которые, ну, реально очень легко скрутить. Как устроено израильское общество с твоей точки зрения? И в чем появляются религиозные перегибы? Я считаю, что это очень пестрое общество, что нет консолидации его, то есть это все миф, что мы очень сплоченные. Ничего подобного. То есть там сколько? 2 миллиона, 2,5 миллиона религиозный сектор, который с тобой не работать, не праздновать особо ничего не будет. Это закрытая община. То же самое с арабами. Они, может быть, будут с тобой работать, но не более того. И как бы они тоже живут, по сути, варятся в своем мире. И эти обе общины, преподавание у них в школах особенное. И это никоим образом не помогает потом быть социально адаптированными выпускникам и там, и там. То есть мы знаем, что в арабском секторе есть много людей после школы, не говорящих на иврите. Мы знаем, что выпускники школ в религиозном секторе не знают многих предметов, кроме там богословия своего и так далее. Это не сближает абсолютно. Я очень нормально отношусь к тому, что все в шаббат закрыто, потому что когда ты приезжаешь из Москвы, тебя это бесит. Когда ты приезжаешь из Берлина, ну, наверное, тоже, но если ты живешь где-то в Германии в деревне, ты знаешь, что в воскресенье все закрыто. И если ты не успел вечером купить, это твои проблемы, ну, дружище. Да, поэтому это нормальная абсолютно практика, у людей должен быть выходной. И я к шаббатам и к праздникам религиозным отношусь окей. Пускай так будет. Но это не значит, что если ты учишь книжку, если ты весь такой правильный, что ты не служишь в армии. Это неправильно. То есть и то же самое касается мусульманского населения. Я не думаю, что здесь должны быть какие-то исключения. Либо давайте пересмотрим политический подход. Не служил — не голосуешь. Все очень просто. То есть я сионист в этом отношении, прям законченный. То есть если ты служил в армии, окей. Если ты прошел альтернативную службу, пускай это будет дольше срок, но ты принес государству, стране вклад какой-то, сделал что-то для государства, ты имеешь право на голосование. И если мне скажут: Сенечка, родной, ты приехал здесь, не служил в армии, и у тебя нет избирательного права, я скажу, значит так надо. То есть в данном случае я поддержу. А есть еще стереотип, что вот кто не служил, тот не может считаться израильтянином. Это стереотип, потому что в какой-то мере я попросился, но я уже был старый, и меня уже просто тупо банально не взяли. То есть это такое. И мама моя приехала, она тоже, как бы там папа мой приехал, там тоже всю жизнь в армии прослужил, и по большому счету ничего кроме этого делать не умел, и мог бы здесь пригодиться с большим опытом. Но мы по возрасту не проходили. Если бы мои дети здесь жили, я был бы горд, если бы они служили в армии обороны Израиля. А вот про религиозные перегибы, что ты имел в виду? Про перегибы, ну вот про армейское я сказал, это прям сильный перегиб. Религиозный перегиб, ну, в общем, меня все очень напрягает, все, что связано с сегрегацией по половому признаку. То есть, если в автобусе ты не хочешь сидеть, потому что рядом сидит женщина, если хочешь делать замечания, это реальные перегибы. То есть мы не должны идти на поводу вот у этого. Если тебе, дружище, не нравится смотреть на женщину, не смотри на женщину. Это абсолютно не значит, что она должна сидеть на другом, или переходить на другую улицу, или раздельные пляжи, или еще что-то. Я вот это считаю реальными перегибами, это какое-то средневековье. Что ты думаешь об избирательном праве и органах власти? Ну, во-первых, избирательное право в Израиле реально работает. Органы власти... В силу того, что страна очень маленькая, нас живет тут очень мало людей, органы власти немножко подзажрались, любые. То есть женщина, которая устроена на работу официально в Израиле в любой офис,
в абсолютно любое министерство, я так понимаю, уволить ее практически невозможно, потому что она мама, потому что она женщина, потому что и так далее, и это нифига не добавляет профессионализма тем, кто исполняет эти обязанности. Вполне так может быть, что в любом органе власти в двух соседних кабинетах сидят одинаковые по должности люди, которые один знает что-то одно, второй знает что-то другое, но полностью предметом не владеет. То есть профессионализм, я бы не сказал, что наша сильная черта в любом органе власти. И все это работает именно из-за избирательного права. Когда пришел новый министр, он приводит своих людей, эти люди меняют других людей и так далее, и так далее. Но еще раз говорю, я бы прям сильно занялся реформой государства. Очень бы сильно от избирательного права, еще до чего-то. Но не буду, потому что мне в одной стране политики хватило так, что пришлось уехать, и второй раз я этого уже делать не хочу. Наверное, в чем-то подстроюсь. Но я считаю, что каждый должен голосовать, каждый должен абсолютно четко изучать не только предвыборные программы, но и прошлое каждого политика. Как он себя вел во время какой-то каденции, как он где-то был. Если он был на муниципальной работе или он был мэром, у него всегда есть бэкграунд, и ты можешь посмотреть, что про него говорят люди. Полазить по каким-то форумам, почитать отзывы, поговорить с людьми, прежде чем принять решение. Не надо относиться к этому наплевательски. Ребятушки, у нас очень маленькая страна, и каждый неправильный голос приводит нас к еще более худшим результатам. Есть ли у тебя ощущение несправедливости? Одним все, другим ничего. Может быть. То есть здесь есть доля правды, но она работает абсолютно в любой стране. Давай так, если у меня дедушка генерал, папа генерал, и я буду генералом, и это было в России, это бы работало 100%. Здесь ровно то же самое. То есть нет никакой разницы. Если у тебя в Америке родители состоявшиеся адвокаты, там, врачи и так далее, ты не будешь работать на семитрейлере. Ну, такое. И я тебе сразу могу сказать, у тебя будет хороший колледж, у тебя будет хороший университет, у тебя будет нормальная работа дальше. И поэтому как должны поступить? Я вышел из самолета, и мне сразу сказали: Сеня, иди работать министром. Ну, нет, конечно. Поэтому, смотрите, сабры здесь родились. Они здесь прошли какой-то путь. Они знают, как жить эту жизнь. Они научили, как жить эту жизнь своих детей. Поэтому у них стартовые возможности, конечно, сильнее. Но это абсолютно не значит, что тебе что-то запрещают. Делай, добивайся, меняй под себя. То есть я на своем могу примере сказать, что мы русскоязычный рынок автомобильный поменяли за 3 года. То есть мы просто пахали и его поменяли. И это все возможно. Как ты считаешь, ты вообще анализировал, почему у тебя именно получилось? Потому что мы работаем. Мы работаем жестко, мы работаем круглосуточно. Мы работаем, даем офигенный шурут и даем гарантию. И мы просто посмотрели, как люди, которые приходят в какой-то бизнес, относятся к нему где-то наплевательски. Или вот мне хватит продавать 40 пирожков в день, и больше я не хочу. А мы решили, мы хотим вот вообще много сделать, и просто поперли. И самое главное, команда — это профессионалов. И когда профессионалы работают, это здорово. Но когда ты берешь в команду людей непрофессиональных по знакомству, это тебе вредит. И это мы видим в министерствах, в офисах, в школах, когда кто-то не на своем месте, его сразу видно. Что ты можешь посоветовать новым репатриантам? Не ныть. Вот почему, собственно, меня выперли из тыквенного лата. Я не люблю, когда ноют. То есть я не люблю все вот эти вот нытье. Ах, я такой несчастный, у меня нет друзей. Это у тебя нет друзей. Ты делай что-нибудь, чтобы они у тебя получились. Тебе не запретила страна иметь детей, друзей. Кстати, про детей тоже хорошо. Или подругу какую-то завести. У тебя есть все возможности. Просто ты этого делать почему-то не хочешь. Собери свою жопу в горсть и займись делом. Вот что я могу пожелать? Ребята, у всех все получится. Если вы хотите чем-то торговать, и вы научились растамаживать соски, которые вы будете привозить из Китая, бизнес у вас получится. Здесь сейчас, если переложить на Россию, 90-е, конец 90-х, страна возможностей. Ты можешь делать все, что угодно, начинать любой бизнес. Все возможно. Налоговая прекрасно. То, что документооборот отличный. То есть все... Вот у тебя же есть квитанции, которые ты выписываешь в электронном виде, правильно? То есть все работает очень просто. Только было бы желание. Не бойтесь, делайте и не нойте. Когда вы начинаете ныть, жалеть себя, ни в одной стране не получится. Расскажи про налоги и бизнес. Насколько трудно вести бизнес в Израиле? Несложно. Надо просто разобраться. И, кстати, для тех, кто пытается поныть и говорит, что сложно, у вас от Министерства абсорбции есть право присутствовать, поучиться на курсах по налогообложению.
у вас есть право поучиться предпринимательству. То есть есть очень много программ, которые репатриантам оплачиваются государством. Вперед. Какие вещи ты не понимаешь? Что, например, в бизнесе сделано так, что тебе непонятно? Зачем, например, мам на покупку, и потом тебе его возвращают? Смотри, я тебе могу объяснить, зачем мам ты платишь, а потом тебе его вернут. Государство таким образом у тебя схватило денег для своего оборота. У него в бюджете привлеченные средства, это называется. То есть он тебе их вернет, но сейчас-то они у него. И это государство пользуется твоими деньгами. Поэтому, ух, тут какие все умные. Ты думал один умнее Одесского района? Нифига. Это не сильно осложняет жизнь, если ты с этим разобрался. Когда ты разобрался, что у тебя есть мам, когда ты разобрался, что у тебя есть возможность покупать там топляк по 17 шекелей, а не по 9, чтобы потом подать на возмещение, когда ты разобрался, что у тебя есть пруд, в котором должны жить рыбы, но прилетают пеликаны, и как будто они у тебя их все съели, а в конце года ты получаешь возмещение за это из бюджета, то это бизнес. Просто разоберись в своем бизнесе, и все у тебя будет хорошо. Действительно ли есть свобода действий при высокой налоговой нагрузке? Да, конечно. То есть иначе бы здесь не была бы страна с такой экономикой. Да, налоги большие. Да, но тебе никто не запрещает, как бы тебе сказать, списывать с налогов твои расходы. То есть если я занимаюсь автомобилями, грубо говоря, бензин я подаю на возмещение, какие-то там лизинговые платежи подаю на возмещение, ремонты, еще что-то. То есть там есть куда двигаться. Да, налоги большие. Да, чем больше ты заработал, тем больше ты отдаешь. Ну... Не закрываются же люди, фирмы же работают, значит, как-то это существует. Что тебя больше всего удивило в налоговой системе и какое-нибудь такое сравнение с российской налоговой системой? Элементарность, с какой можно открыться, как вести дела, как отчитываться, в принципе, тоже, особенно на эсэкпатур, когда ты только начинаешь, это вообще элементарно. И это вызвало определенное удивление по сравнению с Российской Федерацией, когда ты там предприниматель, это такое. Там всегда было лучше открыть общество с ограниченной ответственностью и иметь какие-то... Ну, то есть такое. Мы сейчас тоже вышли на БАМ, но это отдельно. Не суть. Как бы, что меня бесит, допустим, ну, в системе бизнеса, который здесь находится, опять-таки, это отсталость банковских переводов тех же самых. Это плохо работает. То есть мне надо перевести деньги, допустим, за человека за автомобиль. Если это два разных банка, перечисление будет идти там до 3 дней там, или придет на следующий день. Если мы делаем короткий, длинный номер на IBAN отправляем, то в конце мы не можем написать конкретно наименование платежа или изменить что-то. Там какие-то свои сложности. Да, оно ушло. Быстро перевести деньги из банка в банк ночью, вечером невозможно вообще, потому что Апуалим 8:30 закрылся, ушел. Дисконт в этом отношении чуть поинтереснее. И ИБАН тоже не работает в Апуалиме после 18:30. ИБАН не работает, потому что закрыто отделение? Да, потому что все даже если у тебя бизнес-счет, и ты не можешь с приложения отправить деньги в тот же день, если ты отправляешь их в 7 вечера. Это дичь вообще, просто дичь. Это просто дичь. Расскажи про таможню и автопарк. Какие сложности связаны с ввозом автомобилей в Израиль? Это капец, это отдельное интервью. Во-первых, мы покупаем одну машину, покупаем себе, вторую машину по деньгам мы покупаем государству, и еще платим налог сверху. Получается где-то 113% к цене машины. Это капец какие деньги, это очень дорого. Мы смотрим на то, какие автомобили ездят по дорогам Европы в развитых странах. Можно было в свое время на Садовом кольце в Москве застрять в пробке из 6 Бентли. То есть и мы видим на автопарк, который у нас движется по дорогам Израиля. Это старые машины, либо дешевые, потому что здесь мы торгует либо Азия, либо Европа по сумасшедшим ценам. Почему? Потому что больше 100% в цене это таможенные платежи. То есть мы машины покупаем в 2 раза дороже. Это ужас. Если бы ввозная пошлина была бы меньше, то машин бы стало бы доступнее, и они бы обновили парк, и были бы лучше автомобили. Но тогда, так как у нас протяженность дорог в Израиле порядка 10 тысяч километров всего, это как Новосибирская область, ну, по сути своей, то есть это очень маленькая сеть дорожная. Если здесь сделать очень маленькие таможенные платежи, мы встанем в пробках совсем. Потому что общественный транспорт не развит, и логистика отвратительная. То есть что в центре, что не в центре. У нас с общественным транспортом просто швах. Так вот, если
сделать невыносимыми налоги на владение старыми машинами, сделать их невыгодными, как Япония в свое время поступила, и сделать низкие ввозные пошлины на свежие машины, мы обновим парк. И я не думаю, что государство потеряет свои деньги, а оно получается этого, круче, чем торговцы, по-моему. Просто таможенное оформление автомобиля — это просто клондайк, золотое дно. Почему тогда не делают этого? Смотри, еще раз говорю, что у нас коалиция занимается вот вообще, то есть то мы воюем, то мы занимаемся призывами, то еще что. То есть на саму экономику остается очень мало времени и очень мало желаний. И что-то менять кардинально любая коалиция не может, потому что они банально ссут, что их потом не выберут, потому что они сделают что-то непопулярное и больше в Кнессете сидеть не будут. Это нормально. Я могу со своей колокольни видеть, что мне не нравится. Я, может быть, пытаюсь что-то предложить, как это поменять, но я не могу всего решить. Если бы я мог все решить, я бы уже это давно сделал. Как работает сервис и обслуживание машин? Отвратительно. То есть у нас здесь очень важную роль играет, кто тебе делает, и ты должен этого человека знать, и к тебе должны относиться нормально, чтобы тебя не нагревали, не облапошивали. Сплошь и рядом обман, сплошь и рядом запчасти отвратительные, масло из бочки, не докрутили, не довертели, здесь вообще обманули. Это вообще повсеместная штуковина, поэтому сервисов, которым мы доверяем, очень мало, и своими мастерами всегда делишься, как своим парикмахером, мне это не грозит, я лысый, не знаю, стоматологом, адвокатом, то есть ты передаешь этого человека по знакомству, также с автомастерами. То есть тебе просто нужны свои специалисты в каждом деле? Конечно, то есть ты просто должен знать своего специалиста, потому что просто заплыть в чужой гараж, тебе рассказывают, что твой автомобиль, просто случайно доехал до гаража, и там надо поменять решительно все. Есть ли какие-то народные хитрости у автомобилистов, чтобы справляться с дороговизной? Да, конечно, есть. У любого лайфхака есть оборотная сторона медали. Если ты хочешь, чтобы твоя машина ела поменьше, ты накачиваешь колеса побольше. Ты сокращаешь пятно контакта и сокращаешь сопротивление качению. У тебя сокращается расход топлива, ты как бы молодец. Но в экстренной ситуации, когда ты нажимаешь на тормоза, особенно на мокрой дороге, маленькое пятно контакта дает тебе сильно дольше времени на торможение. Поэтому у всего есть плюсы и минусы. Есть очень хорошее правило. Краилово приводит к Попадалову. Поэтому если ты сильно хочешь жить лайфхаками, то в конце концов все равно на чем-то сильно потратишься. Я считаю, что нужно делать по регламенту. То есть если конструктор придумал в автомобиле какие-то регламентные работы, или конструктор придумал, что должно сделать, какой-то мануал, чек-лист, то это надо делать обязательно. Семен, спасибо тебе за интервью, было очень интересно и полезно. Спасибо тебе. Это Израиль, детка, ага, тут жизнь не конфетка. Это Израиль, детка, ага, тут жизнь не конфетка.